Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 8 ноября, среда. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно прибыльный и изобильный день, поэтому обязательно нарисуйте этот знак на своей руке на привлечение денег, изобилия и достатка. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами 25 лунные сутки, сегодня убывающая луна в знаке зодиака Дева. Но обращаем внимание, что сегодняшний день достаточно плодотворный, легкий, и ваша задача увидеть те знаки, те подсказки, которые будут на протяжении этого дня. Давайте вместе с вами посмотрим, что же этот день ждет от вас. Давайте начнем с того, что сегодня 25-й лунный день, и этот день предполагает спокойствие, покой. Какие бы у вас сегодня события бы в жизни не происходили, ваша задача воспринимать все спокойно и умиротворенно, вне зависимости, это хорошие события или не очень. Почему? Дело в том, что сегодня энергетика этого дня преобладает именно в умиротворении, в балансе. И если вы свою энергию начинаете тратить на большую радость или наоборот на негативные какие-то программы, это все закручивается вокруг вас и возвращается обратно в вашу жизнь. Вроде как хорошо, что в нашей жизни все хорошее к нам возвращается, но вы должны понимать и то, что вам нужно это состояние постоянно поддерживать. Но ввиду того, что мы с вами не роботы, мы с вами люди, соответственно, наши эмоции, наши впечатления, наши слова, энергии, они могут то подниматься, то падать. И это, соответственно, будет влиять. Также сегодня старайтесь избегать случайных каких-то контактов, старайтесь поменьше быть в тех местах, которые вы не знаете. Почему? Потому что это будет все влиять на вас. Кроме того, не стоит сегодня быть поспешными в своих действиях, в словах, не стоит наводить суету и беготню. Вот нужно сегодня научиться к спокойствию, к умиротворенности и к мудрости. Возможно, это сложно, но это нужно. Также сегодня нужно, чтобы вы были сосредоточены на тех целях, на тех мыслях, идеях, которые для вас очень важны. Также сегодня очень важно, чтобы вы прислушивались к себе, к своему внутреннему голосу. Постарайтесь на протяжении дня обдумать свою жизнь и свое восприятие мира. Конечно, это очень сложно, потому что каждый человек воспринимает мир по-своему, в своих каких-то интересных красках и так далее. Но ваша задача постараться углубиться в себя. Обращаем ваше внимание, что сегодня очень много будет знаков. Эти знаки будут везде и во всем, начиная от того, что вы вышли на улицу и вам прибилось какое-то бездомное животное, до того, что может сегодня быть звонок, который вы не знаете, и, возможно, как знаете, как бывает, что многие думают о том, что, ой, мне случайно позвонили, а вот эта случайность перерастает в что-то большее. Также обращаем ваше внимание, если вы на протяжении всего дня будете заниматься созиданием, творением, то в этот день к вам будут приходить все больше и больше новые силы, поэтому попробуйте в этот день заниматься созиданием, не разрушением. Даже если в вашем коллективе, в вашем окружении сегодня люди идут на то, чтобы сплетничать, ругаться, злословить, ваша задача останавливать это все. По крайней мере, не старайтесь в этом принимать никакого участия. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у людей сегодня будет присутствовать, знаете, такая лень своеобразная и апатичность. Поэтому, если вы видите, что в вашем окружении люди не готовы вас слышать, не готовы делать, не готовы работать в команде, не заставляйте, потому что ни к чему хорошему не приведет. Потому что такие люди, это люди ведомые, и, к сожалению, для них вот важнее вот эта лень, депрессия, нытье. Они себя в этом случае намного комфортнее чувствуют, чем когда нужно быть активным. Поэтому, если вы нас смотрите сейчас, пожалуйста, не раздражайтесь, не думайте о том, что вот такие люди, лентяи, ничего не хотят делать. Ну вот не хотят делать, но они вас учат тому, что вы такими не должны быть, потому что те люди, которые активны по жизни,
В их жизни происходят только яркие, интересные события. Поэтому оставляйте этот груз на улице, оставляйте по дороге жизни и идите дальше. Также обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно хороший день для любых судебных дел и для финансовой деятельности. Поэтому занимайтесь, делайте, и у вас обязательно все в этот день получится. Также обращаем ваше внимание, если мы с вами говорим о здоровье, то сегодня противопоказано употреблять лекарства, сигареты, грубую пищу, все, что забивает работу мозга. Также сегодня уязвима часть тела, уши, поэтому не следует их сегодня чистить, а также не стоит их сегодня прокалывать и делать какие-либо операции. Также подумайте о том, что, возможно, вам на данном этапе нужно пропить какие-то витаминки или больше есть овощей. У каждого это будет свое. Что же касается стрижки волос, то стрижка волос увеличит сегодня глазное давление, приведет к ухудшению зрения, обострятся даже глазные болезни. Также сегодня вероятно воспаление и появление ячменей, поэтому, пожалуйста, уделяйте сегодня глазам особое внимание. Для этого у нас есть упражнения, в интернете достаточно много различных упражнений. Также подумайте о том, возможно, вам нужно купить или заказать именно витамины для ваших глаз. Даже если вы носите очки, обращаем ваше внимание, профилактику все равно всегда нужно делать, потому что наши глаза это все. Также старайтесь сегодня уделять внимание больше своему здоровью. Если вы что-то почувствовали, что-то вас не так, подумайте о том, что может вам все-таки, это первый признак и знак того, что вам нужно пойти к врачу и просмотреть, вам нужно какие-то сдать анализы и понять, как же дальше двигаться. Также сегодня хорошо заниматься, знаете, как в коллективе, так индивидуально, поэтому если вы что-то желаете, обязательно сегодня делайте. Кроме того, сегодня может быть такой порыв, что вот вы решите чем-то заниматься дополнительно. Или вас, например, пригласят сегодня на собеседование, ни с того ни с сего идите, но главное, здесь очень важный момент, оговаривайте финансовую часть, не игнорируйте ее. Лучше вы на первом этапе определите для себя, выгодно вам или нет, чем потом, когда уже как бы завязались у вас рабочие отношения и подписанные документы и так далее. Помните о том, что нужно сразу все обсуждать. Что-то не понимаете, переспросите, и нужно всегда все уточнять. Помните об этом. Что же касательно новых дел, то сегодня этого не стоит начинать. Да, если у вас сегодня вы продумали, если у вас написан бизнес-план, если вы давно желали, это одно. Но если вот так сегодня, ни с того ни с сего, после обеда пришла какая-то мысль, срочно ее нужно реализовать, не рекомендуем, потому что неэффективно это будет. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нужно быть осторожным со своим начальством, потому что сегодня начальство будет немножко раздражено, в том числе ваш непосредственный начальник, руководитель, поэтому сегодня обращайтесь, если что-то вот срочно, обращайтесь с какими-то незначительными вопросами, операционными вопросами, но что-то глобальное обсуждать, делать, обговаривать сегодня точно не стоит. Вы можете, как знаете, как удочку закинуть, сказать какую-то вещь, но вы должны понимать и то, что вас, скорее всего, сегодня не услышат. Также сегодня не стоит менять работу, сегодня энергетика этого дня не предполагает. Обратите на это особое внимание. Но, с другой стороны, что же все, что касается недвижимости, это покупка, продажа, обмен. Сегодня можно проводить любые операции с недвижимостью, поэтому обязательно предлагайте свои варианты, обязательно обсуждайте, и вы увидите, как в вашей жизни действительно все может измениться. На что еще, друзья, стоит обратить внимание, это на то, что сегодня не стоит выяснять отношения, вообще любые сегодня споры, скандалы, они просто крайне нежелательны, потому что кроме крика, шума, гамма, больше другого ничего вы не увидите и не услышите.
Также сегодняшний день вполне подходит для зачатия. Сегодня рекомендуются умеренные физические нагрузки. Также сегодняшний день вполне подходит для небольших домашних дел. Что же касательно снов, то снам в этот день верить все-таки не стоит. Почему? Потому что они могут исполняться, а могут быть и обманчивыми. Иногда они могут принести вам зло, поэтому после них следует ставить обереги, чтобы они не привлекали ничего в вашу жизнь такого плохого и не очень хорошего. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на сегодня, 8 ноября. Итак, выпала карта, которая звучит, друзья, следующим образом. Уделите внимание вашим мечтам. О чем же эта карта нам говорит? Эта карта говорит о том, что высшие силы просят вас уделить внимание своему внутреннему «я», своим каким-то желаниям, своим мечтам. И подумайте о том, как вы можете этого достигнуть. Также не стоит сегодня зацикливаться на каких-то страхах, на каких-то боязней, на апатии, депрессии, потому что вы таким образом приводите в свою жизнь один негатив. Также старайтесь сегодня, даже если у вас сегодня плохая погода, дождливая или снежная, у каждого, мы с вами живем в разных регионах, в любом случае это не повод грустить. Подумайте о том, как вы можете себя развеселить. И помните о том, что у каждого это будет по-своему, потому что сегодня, когда вы предаетесь своим каким-то мечтам, думаете о них, и в этот момент вы в слезах, в соплях, вы ничего не хотите, вы обижены на мир, то вы должны понимать и то, что ваши мечты, они просто не ваши мечты, они будут искривлены, и, соответственно, в конечном итоге, вместо того, чтобы получить в конечном итоге положительные эмоции, вы получите какую-то белиберду. Кроме того, сегодня очень важно на протяжении всего дня ваши мечты, знаете, вот собирать в какую-то шкатулку. То есть, например, вы что-то желаете, вы что-то хотите, и вот эти элементы вам очень важно сегодня собирать. Даже просто напишите слова. Если есть желание, вырезайте картинки, возможно, с каких-то журналов, возможно, фотографии свои какие-то приклейте с прошлых каких-то хороших именно воспоминаний. Также вы должны помнить о том, что ваше подсознание вам в этом сегодня будет очень сильно помогать. Если у вас проявляется желание что-то сделать, обязательно делайте. И не бойтесь. Очень часто бывает так, что «Ой, а что скажет моя подруга? Ой, что скажет моя мама или сестра?» Вы должны понимать о том, что вы пришли в этот мир один или одна, и так же самое вы уйдете. К сожалению, как бы мы не хотели, но мы все с вами превращаемся в прах. И наша задача вот этот мир, ту жизнь, которую мы сами для себя выбрали, постараться пройти ярко, необычно, весело, попробовать, но в рамках, конечно же, божественных правил. Это очень важно понимать и осознавать. Также старайтесь на протяжении дня говорить, поступать, как вам велит ваше сердце. Если вы чем-то расстроены, если вам что-то не нравится, подумайте о том, почему это вас раздражает, потому что проблема-то в вас, а не в вашем окружении, как правило. Также постарайтесь сегодня как можно раньше лечь спать, потому что нужно сейчас высыпаться. И, вы знаете, когда вы здоровы, когда вы высыпаетесь, вы можете генерировать очень важные мысли, очень важные идеи, при этом в первую очередь для себя и для вашей жизни. И, друзья, молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать, она звучит следующим образом. «Спасибо, что дал мне уснуть и помог насладиться чудесным отдыхом. Архангел Михаил, я тебя приглашаю в мой сон как учителя, проводника и целителя. Прошу, дай мне понять, опишите ситуацию на духовном уровне и защити меня». Девочки и мальчики, эти слова молитвы будут в описании к этому видео, поэтому обязательно их хотя бы перед сном несколько раз проговорить. Конечно, если вы сейчас утром слушаете или во время обеденного перерыва, обязательно просто в спокойной обстановке это прочитайте. Желательно, чтобы вы еще и поблагодарили высшие силы своего архангела, своего ангела-хранителя, Архангела Михаила во всем том, что в вашей жизни есть. Помните о том, чем больше вы благодарите, чем больше вы проговариваете, что вы хотите, что вам нужно, тем все быстрее проявляется в вашей жизни.
Девочки и мальчики, сегодня у нас с вами 8 ноября, сегодня у нас с вами прибыльный день, изобильный день, поэтому обязательно сегодня на запястье левой руки нарисуйте знак бесконечности. Для этого вы можете использовать любого цвета ручку. И далее обведите в кружочек. И далее скажите: изобилие, достаток и благополучие в моей жизни навсегда. Истинно да будет так. Этих слов достаточно. Также не забудьте в комментарии написать слово богатство. Давайте вместе с вами активировать эти важные слова. Вот, друзья, у нас с вами такой вот день, 8 ноября, среда. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже в следующем видео.